Всем привет, дорогие друзья! Сегодня будем готовить вот такие изумительно вкусные ватрушки с двойной начинкой. Вы только посмотрите на эти ватрушки. Здесь тесто нежное, как пух. Внутри творожная начинка и карамельные яблоки, а сверху песочная крошка. Это невероятно вкусно! Этими ватрушками вы просто сразите всех наповал. Настолько они вкусные и красивые. И посмотрите, какие нежные. А на аромат сбегутся все соседи. Приготовим очень простое дрожжевое тесто. И для этого мне понадобится примерно 400 граммов муки. Муки может уйти чуть больше или чуть меньше. Будем смотреть по консистенции теста. 180 мл теплого молока, примерно 38 градусов, 1 яйцо, 7 граммов сухих дрожжей, щепотка соли, 50 граммов растопленного сливочного масла, 70 граммов сахара. Также в тесто я буду добавлять экстракт ванили, 1 чайную ложку, можно заменить ванильным сахаром. Сначала в теплом молоке я разведу дрожжи, добавляю в молоко 1 столовую ложку сахара от общего количества. Всыпаю дрожжи. Хорошо перемешиваю. Оставляю таким образом дрожжи примерно минут на 5-7, чтобы они подошли и выросла красивая шапочка. Посмотрите, дрожжи у меня замечательно подошли. Выросла такая высокая шапочка. И теперь я могу продолжать делать тесто дальше. В миску просеиваю муку. В муку добавляю соль и сахар. Перемешиваю. Делаю небольшое углубление и вливаю сюда дрожжи и добавляю яйцо. Яйцо должно быть тоже комнатной температуры. Добавляю чайную ложку экстракта ванили. Начинаю замешивать тесто. Тесто должно получиться мягким, нежным, не забитым мукой. Сейчас в тесто я добавляю растопленное сливочное масло. Соединяю в миске все в один ком. После того, как все тесто соединилось в один ком, я перехожу к замешиванию на столе. Муку в тесто я добавлять не буду. Буду его вымешивать на столе, пока оно абсолютно не будет приставать ни к рукам, ни к столу. Конечно, если вам понадобится, вы можете добавить немного муки, но не торопитесь. Помесите тесто минут 7-8, и вы увидите, какое оно станет. Очень нежное и эластичное. И любая выпечка из этого теста будет невероятно пышной. Тесто я хорошо вымесила. Посмотрите, какое оно получилось очень нежное, мягкое. Тесто я подкатываю вот такой шар. И обратите внимание, тесто не прилипает ни к столу, ни к рукам. Миску я слегка смазываю растительным маслом без запаха. Тесто немного также смазываю маслом. И закрываю миску пищевой пленкой. Оставляю таким образом тесто на расстойке примерно минут на 50-60. Обычно тесто я ставлю в микроволновую печь. Рядом ставлю стакан с горячей водой. У меня получается такой очень теплый шкафчик, где тесто прекрасно подходит. Конечно, при этом микроволновку я не включаю. Сегодня ватрушки у меня будут необычные, с двойной начинкой, творожно-яблочной. И поэтому сначала я подготовлю яблоки. У меня 2 небольших яблока. Очищаю их от кожицы. Яблоки разрезаю. Удаляю сердцевину. И режу яблоки небольшими кубиками. Яблоки поливаю лимонным соком. Здесь у меня примерно 1 столовая ложка. И перемешиваю, чтобы яблоки не темнели. На разогретую сковородку отправляю примерно 15 граммов сливочного масла. Добавляю яблоки. Всыпаю сахар. Здесь у меня коричневый тростниковый сахар 30 граммов. Можно использовать, конечно, любой сахар.
И также я добавлю немного лимонной цедры. Здесь примерно пол чайной ложки. И таким образом на среднем огне я буду тушить яблоки примерно 7-8 минут, чтобы яблоки стали мягче и закарамелизировались. Но вместе с тем я не хочу, чтобы яблоки расползались, я хочу, чтобы они оставались целенькими. Яблоки протушились, лишняя влага, посмотрите, вся выпарилась. Яблочки становятся вот такие красивые, карамельные, они стали невероятно нежные и замечательно пахнут лимонной цедрой. Очень вкусно и ароматно. Оставляем яблоки остывать. Сейчас для ватрушек мы сделаем штрезель, такую песочную крошку. Уверяю вас, этими ватрушками вы всех сразите наповал. Сейчас в миску добавляю 50 граммов муки. Мука уже просеянная. Добавляю 30 граммов тростникового сахара. Можно использовать любой сахар. И здесь у меня кусочки порезанного сливочного масла. 30 граммов. И теперь хорошенечко растираю масло с сахаром и мукой. Делаю крошку. Масло не должно быть ни слишком мягким, ни слишком таким твердым. Средним. Просто из холодильника. Итак, посмотрите. У меня получилась вот такая крошка. И я ее сейчас отправляю в холодильник. И сейчас пришло время подготовить творожную начинку. Здесь у меня 250 граммов творога. Добавляю творог в чашу блендера. У меня творог достаточно сухой, не слишком влажный. Я добавляю сюда 1 желток. И добавляю по вкусу сахар. Здесь у меня 25 граммов сахара. Конечно, сахар корректируйте по вкусу, в зависимости от того, какой у вас творог. Добавляю также в начинку 1 чайную ложку экстракта ванили. И теперь все перетираю блендером, чтобы получилась однородная масса. Посмотрите, у меня получилась вот такая очень однородная творожная масса. У меня прошло примерно 55 минут. И вы только посмотрите, какое великолепное тесто получилось. Выросло в объеме больше, чем в 2 раза. Аккуратно достаю тесто из миски. И сейчас, конечно, в зависимости от того, какие ватрушки вы хотите делать, большие, маленькие, будем делить тесто на кусочки. Тесто я не обминаю, а просто от него буду отрезать кусочки. Я буду делать ватрушки небольшие. Вес каждого кусочка теста у меня будет примерно 60 граммов. Все кусочки теста я подкатываю в шар. Собираю в середине и подкатываю. Тесто очень хорошее, поэтому совершенно не требуется мука для подсыпки. Всего у меня получается 11 ватрушек. Сформированные шарики теста я переношу на противень, обязательно на расстоянии друг от друга. Тесто я закрываю пищевой пленкой. Оставляю на расстойке примерно минут на 25. Посмотрите только, как великолепно подошло тесто. И сейчас будем формировать ватрушки. Нам надо сделать в каждом кусочке теста углубление. Я буду это делать пестиком от ступки. Можно делать стаканом. Пестик я окунаю в муку и делаю углубление прямо посередине. Надавливаю фактически до самого дна. И так делаю углубление во всех кусочках теста. После того, как сделали углубление, выкладываем творожную начинку. Я это делаю при помощи 2 ложек. Начинка получилась такая вкусная, как мороженое. Здесь у меня яичный желток и столовая ложка молока. Смешаю их. И этой смесью я аккуратно смазываю тесто. Благодаря тому, что мы смазываем тесто, ватрушки получатся очень румяные и красивые. После того, как смазали тесто, распределяем начинку.
Разравниваем ее ровным слоем. Я сразу распределяю всю начинку на все ватрушки, чтобы получилось везде одинаково. И теперь сверху я выкладываю карамельные яблочки. Как они замечательно пахнут! Вообще творог идеально сочетается с яблоками. Из холодильника я достала крошку и присыпаю сверху крошкой. Друзья, вы только представьте, как это будет вкусно. Нежное тесто, сочная начинка, ароматная и сверху хрустящая песочная крошка. Штрезель. Ватрушки я отправляю выпекаться в хорошо разогретую до 180 градусов духовку, примерно на 15-18 минут. Конечно, вы смотрите по своей духовке. Ватрушки я достала из духовки, и вы только посмотрите, какие они получились замечательные, такие красивые и невероятно ароматные. Горячие ватрушки я перекладываю на решетку. На моем канале около 1000 рецептов вкусных блюд. Чтобы легко найти нужный вам рецепт, просто напишите в поиске YouTube такую комбинацию: блюдо Easy Cook и название блюда, или любое слово по теме рецепта. И, конечно, я сейчас попробую эту замечательную ватрушку. Друзья, эти ватрушки, они просто изумительные. Смело их можно назвать королевскими. Вы знаете, мой муж в студенческие годы очень любил покупать ватрушки. Считал, что это самая вкусная выпечка у нас. Но я вам хочу сказать честно, попробовав эти ватрушки, он сказал, что они не идут ни в какое сравнение с покупными. Друзья, здесь все особенное. Тесто очень пышное, нежная творожная начинка. И, конечно, вторая начинка из карамельных яблок. И сверху песочная крошка. Вообще сочетание структур невероятное. Я всем рекомендую приготовить и попробовать. Это безумно вкусно. Я желаю всем приятного аппетита. Ставьте лайки, пишите ваши комментарии. Делитесь этим новым видео с вашими друзьями в социальных сетях. Мне будет очень приятно. И подписывайтесь, кто еще не подписан, на мой канал Блюдо Easy Cook. Позитивная кухня. Всем пока!